Всем привет, парни и девушки. Итак, в этом видео речь пойдет о ноутбуке Thunder Robo 911 MR Max. Этот ноут явно уровнем выше среднего, и первым признаком является видеокарта RTX 3070 и 8-ядерный Ryzen 7 5800H. В данное время, насколько я заметил, еще нет обзоров в интернете, и по сути я первый, кто снимает обзор именно на эту модель. Скажу сразу ключевые особенности, что лично мне понравилось, это внешний вид ноута, качество материалов, качество экрана и общая производительность. Но сперва о комплектации, и она у нас идет стандартная. Это сам ноут, зарядка, он же блочок питания и документация. 911 MR Max выглядит не слишком вычурно, и по меркам современных дизайнов, скажем так в кавычках, игровых ноутбуков, я бы даже сказал довольно скромно. Из заметных элементов бросается в глаза именно стильная перфорация вентиляции и также подсветка символов на тыльной части. В остальном все довольно просто. Но самое интересное, вот корпус внутри и крышка с экраном, все это покрыто металлом, и выглядит это более солидно, чем просто пластиковый корпус. Мне нравится лично мне такой материал более чем пластик, тем более металл не оставляет множество следов на корпусе. Еще при этом цвет корпуса у нас самый не сплошной черный, а темно-серый металлик, и следов от пальцев вообще абсолютно не видно. Thunder Robo 911 MR Max имеет Full HD экран на 15,6 дюйма и частоту экрана на 144 Гц. За качество картинки отвечает, насколько я понял, матрица AHVA IPS, и картинка получается контрастный, насыщенный, и такой, знаете, экран вполне подойдет для работы с монтажом видео или для ретуширования фото. То есть, отчасти такие ноутбуки можно даже рассматривать не только для игр исключительно, но и для работы весьма удачный инструмент. Клавиатура здесь полноразмерная, без уменьшений, такая себе классическая и с полноценным цифровым блоком. Для удобства и при желании можно настроить подсветку на этой клавиатуре, все это можно настроить через встроенное приложение на ноуте, и там же имеется настройка производительности и управление вентиляторами. Причем последняя опция, я бы сказал, даже крайне важна, и управление вентиляторами явно удобное решение, потому что железо внутри довольно мощное. Еще раз напомню, внутри стоит процессор Ryzen 7 5800H вместе с видеокартой GeForce RTX 3070 на 8 VRAM видеопамяти в лэптопной версии на 130-140 Вт. То есть это не обрезанная 3070, что правильно, но и памяти оперативной сюда тоже поставили двумя плашками по 8, что верно, и суммарно у нас в этой модели 16 оперативы DDR4. Что насчет накопителей, то для хранения данных установлен SSD накопитель на 512. В тесте в приложении Crystal Disk данный накопитель выдает 2000 на чтение и 1600 на запись. Также в ноутбуке доступны два слота, это M2 для SSD и 2,5 дюйма SATA для жесткого диска или еще для одного SSD, а значит в будущем что-то можно прокачивать. Очень важное замечание, что получить максимальную производительность нужно в контрол-центре такое приложение в ноуте переключиться в режим производительность. В этом режиме ноут начинает работать на максимальной мощности, и видеокарта начинает тоже трудиться на полную, на все свои 140 Вт. И теперь давайте все-таки наконец-то пройдемся, запустим парочку игр, протестируем максимальный FPS на Ultra Full HD. Первым делом давайте закинем Cyberpunk с трассировкой и включенным DLSS в режиме сбалансированными. И тут в целом весьма высокие настройки для любой машины, и в нашем случае видим от 60 до 70 FPS. Местами бывает, конечно, поднятие до 70 плюс или просадки до 55, что довольно редко. Вполне комфортный все равно фреймрейт, но куда интереснее это температура железа, и как видим в среднем она держится на отметке 78-80 плюс. Это далеко еще не предел по температурам, чтоб тротлился процессор, и работает он, как я вижу, на полную мощность. Да, разумеется, шум от работы ноута довольно слышен, и при максимальной нагрузке шумят вентиляторы чуть выше среднего, и нужно либо привыкать к тому, что все ноутбуки так работают, то есть абсолютно все, и для них нормально шуметь, или надевать наушники, и вопрос как бы здесь будет полностью закрыт. Как бы за такую мобильность нужно с чем-то домириться, и раз уж ноутбук имеет малые размеры в сравнении с компьютером домашними, то температуры в ноутбуках как бы выше, и шумят они тоже больше, это понятное дело. Далее запустил я еще Forza пятую часть и также Overwatch. Все это все еще относительно новые проекты, и весьма интересно оценить их как бы результаты, то есть производительность. Например, в Forza 5 на экстремальных настройках у нас с включенной трассировкой порядка 60-70 плюс FPS. Но это, еще раз уточню, самые сложные настройки с трассировкой. Это очень высокие требования для любой машины, и как видим, ноут справляется с поставленной задачей. И то же самое у нас в Overwatch вторая часть. Тут у нас на ультра больше 120 FPS, и это более чем комфортно для сетевых шутанов. Вообще-то 120 кадров это идеально для сетевых проектов, и такой ноут, как мы видим, как бы подходит для этих задач. Хотя наличие RTX 3070 дает больше вариаций
инструкции для запуска игр, и можно запустить на этом ноуте хоть даже самые требовательные игры и при этом самые современные с лучами и прочим. Результат везде будет комфортным, я уверен, больше 60 FPS на Ultra Full HD. Лично мне эта модель, скажу вам честно, без всяких там рекламы, вот лично она мне понравилась. Выглядит она довольно, то есть изящно, аккуратно, да, это как бы не самый, возможно, там, не знаю, яркий игровой ноутбук, то есть не тот дизайн, что мы все привыкли, но для многих дизайн как бы здесь, возможно, даже и не так важен, хотя все равно ноут, будем честны, выглядит по-современному, да и запас мощности здесь как бы более чем абсолютно достаточная, ну и температура железа тоже в пределах нормы. 911 MR Max имеет мощное железо внутри, позволяющее в ближайшее и не только будущее, то есть время, не беспокоиться про апгрейд 16 оперативы и RTX 3070, и плюс к этому 8-ядерный 16-поточный процессор, более чем серьезное железо. Внешность у ноутбука, еще раз повторюсь, тоже приличная. Чувствуется, что в Thunder Robot повышается уровень продукции, и я так уж как бы давно знаком с их продуктами, то есть различными продуктами этой компании, но судя из того, что было у меня в личном пользовании, они постепенно таки действительно выходят на уровень больших брендов, и думаю, так и будет у них в будущем. Пока что все, к чему у меня дотянулись руки и чем я пользуюсь, все это как бы достойного качества, и своим зрителям я дарю при этом еще скидку в 10% по промокоду SHELES10 в официальном магазине Thunder Robot до конца 2022 года. На этом, друзья, у меня все, будем уже заканчивать. Увидимся уже очень скоро. Всем еще раз не болеть и до связи на канале. Пока-пока.